Вот это вот объемное горение. Драйв. Добрый день, с вами компания «Печной мир». В очередной раз мы приехали к Александру Валентиновичу на объект. Сейчас Валентинович покажет нам свой шикарный камин, да? Там есть камин, да, есть интересные вещи. Интересные вещи, то есть на камине посмотрим уже, что хотел Александр Валентинович воплотить. Ну, Здравствуйте. Приветствую. Рад видеть на очередном объекте компания «Печной мир». И я, Кутузов Александр. То есть, ну вот опять мы встретились. Сейчас мы пойдем смотреть интересный камин. Задача была сделать, чтобы он не грел. Не грел. Не грел помещение? Да, задача была погасить тепло. То есть, ну вот, насколько... То есть это именно для красоты? Именно для, ну, чтобы огонек был, там шашлыки пожарить. Ждали вашего приезда, то есть к затоплению приготовили, поставили зонтик на трубу. Сегодня вот заканчиваем, то есть как бы, ну, торжественный запуск, соответственно. Ну, мы вовремя, значит, приехали. Вот, прямо очень вовремя. Вот только что 10 минут назад был водружен зонтик на трубу, то есть... Вот прямо 10 минут назад. Но осталось сейчас помыть трубу еще маленько и антивысолом пройтись. Ну что, пойдем смотреть? Пойдемте в дом. Затопили камин. Значит, такое вот объемное горение, да, объемное горение в топке. Топка огромная, 180 литров. То есть камин построен по принципу классического каминостроения, то есть без лишних наворотов. Единственное, что здесь модифицированная топка. Это вентилируемая топка, вентилируемая для охлаждения наружных стенок топливника. Да? То есть единственная задняя стенка глухая, но за ней идет воздушный канал, который ее охлаждает. Значит, задача была, здесь есть теплый пол, дом из газобетона. То есть тепла здесь более чем достаточно. И заказчик попросил, что когда он будет пользоваться камином, чтобы, ну, вот этот массив избыточного тепла не давал. Потому что инерция тепловая теплого пола, да, очень большая. То есть вот объемное горение достигнуто за счет как раз за счет вентиляции, то есть потока воздуха с боков, да, то есть вот мы сейчас прикрыли поддувало, оно у нас закрыто, видите, полностью закрыто поддувало, а горение вот такое вот. А откуда берется кислород? А вот шибера. То есть через... Вот шибера в дверке, да, то есть есть шибера в дверке, то есть если их поприкрывать, то есть, ну, можно еще маленько пригасить горение, да, то есть еще маленько придушить, но это когда в стадии догорания углей, то есть этого достаточно. Сейчас воздух поступает только через дверку, да, и немножко через поддувало, там, через неплотности, да, в затопочное пространство. То есть, когда мы открываем поддувало, происходит вот что. Происходит вот что. То есть, это сейчас воздух подается через колосник. Ну, жар конкретно идет. Да, поэтому если камин будет топиться в таком режиме хотя бы час или два, ну, здесь жара будет неимоверная. Поэтому заказчик попросил побороться с этой историей. Ну и вот, соответственно, мы... Посмотрите, какое пламя шикарное. Как это все выглядит. Объемное горение. Смотрите, горит по всему объему, да? Весь объем дров горит. И воздух, который со стен подается, да, факел, сажи мы не видим, бордовых всполохов, да, то есть, вот смотрите, в вершине факела нету бордовых всполохов, все ярко-оранжевые, да, то есть воздуха для горения, для чистого сжигания топлива хватает. Закрываем. Красота какая. Прикрыли поддувало. Ну, сейчас опять все закрыто, да, и вот да, как вот оно разгорается. Закружило, то есть... Ну, можно медленно регулировать поддувалом, то есть, и получить нужной красоты факел. То есть сейчас наша задача, вот смотрите, всполохи, где воздух подходит, маленькие факелки образуются, да, догорание происходит газовой части. Ну, то есть вот эти каналы, которые в боковой части, мы получаем также с поддувала, да? Да, с поддувала есть. Под колосниковую решетку и в боковую часть. Да, есть заход воздуха и под колосник, и в боковой канал, который идет П-образный вокруг всей топки. Также за
поддувалом есть подпитка воздуха с задней части, там вот в дровянике, вот в этот самый канал, который затопочный, только в него. То есть в Только дровяники кислород попадает? Да, ну да, поэтому оно и горит, да, и из там всё дровяника с закрыто. закрытым поддувалом, да, там щель небольшая, 2 сантиметра, то есть это как будто вот открыт шиберок на поддувале. И все, то есть как мы можем закрыть шибер на поддувале, горение не прекращается, да, то есть, ну, оно вот утихомирилось. То есть вот его можно управлять, да, процессом горения. То есть, как интересно. Ну, дверка не коптится, да, вот мы видим, что нормально. То есть потоки воздуха организованы так, что закапчивание стекла не происходит, да, стекло чистое. Значит, в камине реализовано 3 контура света. Значит, это нижний контур, да, вот, который по всему периметру идет. Дровяники освещаются, дровяники. Значит, до самой стенки, да, освещается средняя часть, топочная, да, вот здесь, и верхняя часть. Значит, техническое решение перекрыши проема, ну, балочка, да, то есть она, если она одна, то нарушает как бы целостность картины и стиль, да, все в плашку сложено, а это вот так на ребро, то есть как бельмо в глазу. Поэтому пришлось ради нее делать, то есть как бы, ну, вкладыши вот такие, да, декоративные вкладыши, да, чтобы их повторить, и чтобы она не смотрелась как бельмо в глазу. То есть повторили также на центральной части и с боков вставили вставочки такие, чтобы эта балочка продолжалась вот сюда. То есть, ну, как декоративный элемент, чтобы она не смотрелась как конструктивный элемент. Целевое решение — это рубленый, ну, камень, да, рубленый камень, то есть рубленый или обработанный камень, то есть в стиле дикого камня, то есть весь камин сделан от низу до верху, поэтому задача стояла оконтурить его как можно, ну, более ровными прямыми линиями, да, то есть если мы поставим классические, скажем, плинтуса, ну, то, что стало уже классикой, это выпуклый профиль, да, то есть как выпуклый профиль у нас делают, просто закатывают от края до края, и линия контура теряется, то есть она как бы размывается, да, то есть умягчается. А вогнутый плинтус, ну, тоже он частично умягчает линию, ну, дает только кромку по низу, где оставляется планка 1,5 сантиметра. Здесь, значит, специально подрубленный камень, вот камень рубленый, да, дикий камень, и под него плинтуса рубленые, соответственно, сделаны, то есть вот выбраны четверти, да, так вот плинтусные, и все карнизы сделаны, здесь ни одной мягкой линии нету, это все колотое, да, мягкой линии нету, поэтому линии должны быть четкие, жесткие, ровные и должны создавать контур. Поэтому вот пришли к такому пониманию. Вот то, что вот этот профиль карнизный, да, то есть можно пересмотреть тысячи картинок в интернете, нигде не увидите ни одного такого карниза, вот чтобы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полочек. Можешь рассказать вот про белые пятна? Будут вопросы по-любому про, ну, не белые пятна, а про топку, что вот сейчас она белесость появилась сзади. Чем это связано? Чего это? Так, значит, вот эти пузырьки белые, которые мы видим на стенках, да, вот белые потеки, пузырьки, это жидкое стекло, то есть топка обработана жидким стеклом на 3 или даже на 4 раза, то есть прокрашена. С какой целью? Вот видите, камин топится, ну, классика камина, да, смотрите, подложили с открытой дверкой, то есть как бы и нормально, не дымит ничего, да, признаков нету дымления. То есть нормальное, ровное, мягкое горение с открытыми дверями. То есть шашлыки можно жарить. Вот, так вот, белесые пятна. Сначала пропитываем жидким стеклом, разбавленным водой, чтобы оно пропиталось от грунтовкой глубокого проникновения, чтобы оно зашло в поры кирпича. После высыхания покрываем уже не разбавленным жидким стеклом. После высыхания еще на раз покрываем жидким стеклом, чтобы создалась корочка или пленка из него, да, то есть, что это дает? Вот оно сейчас при нагреве выше 650 градусов, оно вспучивается, дает такую пенку. Эта же пенка, она не горючая, да, не горючая. И когда мы обрабатываем древесину, прилегающую к, ну, пожароопасные места, к трубам, там, да, вот, к конструкциям печи, близко прилежащей древесины, я ее обрабатываю всегда тоже на 2-3 слоя жидким стеклом. Происходит та же самая история. Если происходит ненормированный нагрев, стекло вспучивается,
жидкое, да, то есть это силикат натрия. И он начинает поглощать кислород для своего вспучивания, то есть соответственно, увеличивается содержание углекислого газа и горение прекращается. То есть, кроме того, эта пенка является теплоизолятором. То есть он как антипиреном служит? Как антипирен, да. Для дерева. Именно для дерева как антипирен, а для кирпича тоже и как антипирен, и как теплоизоляционный слой. То есть корочка закала перекаливается, дальше идет рыхлая часть, которая тепло проводит медленнее, чем более плотная вот эта закаленная часть. И эта корочка закала начинает что? Отслаиваться, да? Отшелушиваться чешуйками. Мы часто видим топки, которые вот из красного кирпича, даже из шамотного кирпича, чешуйками кирпич в топке, вот, ну, мы говорим, кирпич выгорел, да, то есть он раскрошился, вгорел, и чешуйки эти упали, и он стал такой горбатый весь. Жидкое стекло — это клей, то есть оно проклеивает поры и не дает ему отшелушиваться, когда происходит вот ненормирование, перекаливание корочки закала. То есть как клей работает. А сама пенка работает как теплоизолятор. То есть, ну и за счет того, что поры проклеены, то есть в среднем топки служат вот после однократной обработки, да, то есть перед запуском, ну, на 5-6 лет дольше служат топки. Ну, то есть предохраняется от выгорания, да, то есть кирпич от отшелушивания. Вот. Это уже проверено, то есть я много лет пользуюсь. Здесь мы видим, что она тонкостенная, да, ребровая кладка, вот если отсюда посмотреть, то есть кирпич с вентиляционными каналами сделан. Вот отсюда хорошо видно, или с той стороны, в каждой стенке есть вентиляционные каналы. То есть они есть одинаково, как вот в этом направлении и вот в этом направлении, вот сюда, они тоже есть. То есть через каждый ряд, один ряд в эту сторону, да, другой. Да, это же елка, то есть каналы вот эти вот отсюда даже вот видно, вот если отсюда посмотреть, то видно, что в ту сторону тоже идут вентиляционные каналы, то есть идут под прямым углом, то есть в эту сторону и в ту сторону дует. Поэтому мы получаем за счет разнонаправленности потоков, мы получили объемное пламя, да. Сейчас у нас вот поток идет отсюда воздуха, да, через дверки. Если мы дверки прикроем, мы увидим объем пламени. Сейчас оно у нас отцентрованное, да, то есть когда дверки были открытые, да, то есть просто поток идет сплошной, пламя отцентрованное. Вот дверки прикрыли и получили объемное горение за счет разнонаправленности потоков. И сейчас поддувальная дверка закрыта. Закрыта, есть... поддувальная дверка закрыта, вот смотрите. А горение вот такое. Сейчас прикроем. Придушить маленько. То есть вот за счет, я говорю, разнонаправленности потоков воздуха, которые для горения используются, мы создаем объемный рисунок пламени. Ну вот сейчас убавили количество подаваемого воздуха, да, цвет пламени поменялся, да, более красный стал, то есть сгорание стало неполным. То есть, чтобы было полное сгорание, цвет пламени должен быть ярко-оранжевый, желтый, да, оранжево-желтый. Сейчас мы получили оранжево-красный, то есть сгорание идет неполное. Мы погасили температуру, убавили подачу кислорода. То есть, ну и, соответственно, неполное сгорание. Вот если мы сейчас откроем поддувало и выйдем посмотреть, да, на улицу, мы дыма не увидим вообще нисколько. Ну, когда вот в таком... Да, когда в активном режиме горит, дыма нету. Сейчас дым будет прозрачный, чуть-чуть буроватый. Можно выйти и посмотреть. Вот сейчас на солнце хорошо его видно будет. Вот сейчас будет дым чуть-чуть буроватый. То есть, о чем это говорит? Такой цвет пламени, если это в печках происходит, да, значит, это идет сажеобразование. То есть в холодных каналах, которые далеко удалены от топки, в это время образуется как раз сажа вот такого цвета пламени. Потому что в газовой части много недогоревших частиц. Мы их не видим, но они есть. Они твердые, они летучие. Вот как искорки, да, летают, вот пепелинки, да, то есть. И они тягой захватываются. То есть за счет этого цвет бурым получаем? Да, цвет бурым за счет того, что есть твердые, несгоревшие вещества. Твердые, именно твердые, сажи. Протоядра сажи, скажем так. Вот за счет этого цвет бурый. Как только мы добавим кислорода, значит, увеличим температуру горения, и эти протоядра сажи будут догорать уже в газовой фазе, и цвет пламени окрасится, ну вот смотрите, на глазах, да, я добавил немножко кислорода, открыл шиберок на поддувале, цвет пожелтел, стал светлее. То есть, ну а если я еще подам немножко кислорода,
Вот смотрите, цвет прямо в желтую уходит, да, сторону. И сейчас он станет белым. Вот зона, где углефикация уже началась, это температура, вот сейчас температура 1100-1150 градусов. Вот смотрите, вот внизу на колосниках угли, которые лежат, желто-белого цвета внизу. Это температура 1100-1150 градусов. То есть температура пламени сейчас, вот факела, всего факела, не вершины, а всего, вот всей массы пламен, температура за 1000 градусов. Сейчас мы не видим не сгоревших летучих веществ, не видим. Мы видим желтое, яркое пламя, да, по всей высоте, И вот факелки, которые у нас уходят от пламена, уходят в хайло, да, то есть они тоже желтого цвета, то есть без побурения. Вот. А если не сгоревшие остаются вещества, твердые, ну, искорки, пепелинки, да, вот эти не сгоревшие, и газовая часть протоядра сажи, они дают бурую окраску. То есть, ну, бурая в смеси с желтым дает такой бордоватый цвет немножко. Вот. Сейчас мы видим хороший цвет полного сгорания. И выйдем на улицу, снимем дым, и дыма мы не увидим никакого. Значит, дым не снимем. Да. Прикроем немного? Да, прикроем, конечно. Александр Валентинович, мы начали же еще идти по, как сказать, по эстетике, да? Ну, как обработан кирпич. И ты хотел, думаю, рассказать про верхний карниз, который там, ну, со сложным профилем, там, скажем, да, с изгибами. Если с этой стороны или отсюда посмотреть. Он с очень сложным профилем, можно вот подойти, тут еще под отделку сейчас мы ничего не делали, то есть просто сложили, просто затопили, вот только трубу сделали, да. Мы его помыли и обработали антивысолом, то есть и все, на этом конец. Дальнейшая отделка будет заключаться, чтобы вогнать его по цветовой палитре в интерьер. То есть дизайнер нам нарисует стены, значит, встанет мебель и, соответственно, цвет камина будет подобран под интерьер, то есть, ну, в соответствии с дизайнерским решением. Да, вот эта стена должна быть белый мрамор, то есть с такими с коричневатыми прожилками, разводами, косослоистыми. Скорее всего, что вот эти камни мы тоже превратим в мрамор, скорее всего. То есть это делать будет Анна Вершинина, то есть уже договорено. Сегодня она начала грунтовать, то есть, ну, пока вот есть это самое. Здесь же оно тоже нету задачи его вписать в стену, чтобы он растворился. Нет, надо наоборот, чтобы он выделялся. Чтобы выделялся. Да, он будет, если стена будет белая, он будет, скажем так, ну, кремовый, да, или светлый беж. То есть он будет на 2 тона плотнее, чтобы он, ну, он и массой-то своей выделяется. А потом свет от окошек падает, видите, когда, то есть контровой, он освещает, то есть, ну, камин как бы со всех сторон, да, то есть от окошек, от окон. То есть он освещается. Когда темно встает, то есть вот этот свет, который есть в карнизах, создает такое прямо мягкое романтическое освещение, что, ну, хочется там что-нибудь расслабиться, отдохнуть. То есть где-то здесь есть пульт, режимы меняются. Освещение, значит, цвета меняются, и можно создавать любые картинки. Такая форма интересная камина, шестиугольная, да, то есть есть 2 угла по 135 градусов, есть внутренний угол 90 градусов примыкающий, есть 2 наружных угла по 90 градусов, да. Как это все дело гармонизировать? Как гармонизировать? Вот, допустим, столешница, да, взять, вот столешница. Ну, примыкание получается от 130 градусов, да, то есть к стенке 130 градусов. Здесь у нас получается вогнутый 130 градусов, а здесь наружный 130 градусов. Да? Интересное сочетание углов. Интересное. Здесь та же самая история. Карниз вынесен наружу, да, то есть, и получается, что он расходится. То есть вот этот угол 135 градусов наружный сочетается с этим наружным углом. Да? То есть, ну и там тоже наружный угол. Все углы собраны вот в такой вот, ну, в минимально возможный шов. То есть это 1-1,5 мм, ну, до 2 миллиметров. Это видимые части, здесь кирпич просто сам по себе имеет округлые края, то есть заводские, но перепиливать весь его, это очень такое, скажем,
трудное занятие, поэтому оставили так, потому что когда будем отделывать, здесь немножко так чик-чик замажем и зашлифуем, то есть, ну, перед покраской. То есть все они будут ровненькие, все это подзашпаклюется. А швы на самом деле вот такие вот, то есть тончайшие швы, собрано все очень крепко. Камин собран, вся кладка армированная, то есть вся. Швы у нас 3 миллиметра везде, 3 миллиметра. И поэтому боятся, что где-то что-то лопнет, где-то что-то треснет. То есть, ну, просто мы этого не боимся. Потому что, ну, минимальный шов, минимальный вертикальный шов 3 миллиметра. Вот, обращаю внимание, вертикальный шов не больше 3 миллиметров. 2-3 миллиметра вертикальные все швы. Даже вот где кирпич во весь рост стоит, тоже 2-3 миллиметра шов. Ну, тут 2 миллиметра везде. Ну и также все калибровалось, получается. Да, то есть, чтобы получить такой тонкий шов, все кирпичи калибровались по толщине, по длине, по ширине, все подбиралось, пилилось. Единственная заморочка это с внутренним ядром, то есть потроха, все сложены из шамота и дымосборник в том числе. Из шамота тоже сложен весь дымосборник, то есть на всю высоту. В целом сюда ушло почти 1,5 поддона шамота. Внутреннюю часть? Да, на внутреннюю часть, почти 1,5 поддона шамота. Значит, топка сама по себе большая. Ну, вот, планировалось, что я в 200 кирпичей уложусь, но потом, когда факел, ну, фактически Хайлов сформировал и посчитал объем топки, который фактически получился, ну, то есть мы исходили из размеров двери, да, оказалось, что факел у меня будет залетать за Хайлом вот сюда, и пришлось увеличивать объем дымосборника, чтобы нейтрализовать как раз испепеляющее действие температуры. Поэтому потом докупал еще шамотный кирпич и расширял дымосборник, увеличивал объем. И получилась вот такая вот, ну, вертикальная конфигурация, то есть верхняя часть. А сначала она планировалась пирамидкой вот такая. Но в этом случае мне бы не хватило объема. И скорость факела я бы еще увеличил в этом случае. Тогда бы он еще более, там, еще более турбированный был. Из трубы, наверное, пламя. Из трубы пламя полетело, да. Поэтому вот дымосборник, ну вот топка 180 литров, дымосборник 260, где-то 270 литров у нас получился до задвижки. И весь он сложен вторым контуром из шамотного кирпича. То есть дымосборники это великое дело. То есть много картинок видел в интернете, где вот, ну, камин большой, потом раз куца, сразу раз на него, труба, шестерик одели и все, и погнали. Ну и вот это место все время у всех оно такое буренькое, да. На всех фотках видно, что оно такое подкопченое, то есть не справляется, то есть когда большой объем. Ну, а этот вот с таким объемом топки, то есть, ну, вот даже так открываем дверки, да, никаких признаков, то есть он там кружится, клубится, да, вот когда дверки открыл. Все, вот, все топится хорошо, никаких поддымливаний. А полочки, они больше для чего? Это декорация с боков? Не полочки, а сидушки, или как правильно назвать? Столешница? Столешница. Ну, здесь, да, скажем, камин по заданию, по техническому, должен быть стоять в этом углу. Мы еще убирали угол из газобетона, спиливали, чтобы его туда немножко задвинуть. Он примыкает к наружному углу. Вот представьте зрительно, что если их убрать, эти столешницы, которые в эту сторону уходят, ну и все, вот он стоит посреди, как опупок, да, как заплатка. А за счет того, что столешницы прислонены к стене, ну вот здесь есть, скажем, цельность формы, да, то есть вот, если мы с этого ракурса смотрим, вот с этого, Александр, заходим вот от входной двери, да, то есть смотрим, мы видим цельную конструкцию, да, то есть не просто, что вот такой столб стоит каменный, да, он, получается, как бы посредине стоит, потому что угол-то наружный, прислонен к наружному углу, и ничем не связан со стеной, то есть, ну, как бы не гармонично. Чтобы совместить со стеной, ну, вот и родилась идея, то есть, здесь, как у камина, сделать каминную полку, то есть, ну, вот это место называется каминный стол, да, на самом деле, ну, и развернуть его, и совместить со стеной каминный стол, то есть, получилась такая столешница функциональная. Вот эти плинтуса, которые вот, ну, придумали здесь сделать именно граненые, да, то есть с ровной четкой линией.
но они только форму только подчеркивают. Казалось сначала, что верхний карниз вот этот ломаный, да, то есть почему он ломаный? Потому что вот у него он шестигранный, и если сделать просто плоский, вот такую же крышу, да, то есть, ну, просто была бы шляпа, нашлепка и все. Значит, чтобы его зрительно, ну, сформировать у него высотность, да, высотность, потому что дом здесь шире, чем выше, ну, вот, и помещение такое не сильно большое, да, то есть, как бы такое узкое. Вот, чтобы его зрительно поднять, поэтому, значит, карниз начали с той стороны, где места много, ниже, домиком подняли на один ряд до фасада, а на фасаде, чтобы подчеркнуть, так сказать, ну вот здесь часть вот этого вкладыша, да, то есть там подняли еще раз домиком, чтобы получился такой обтекаемой формы. Карниз, конечно, сложный очень сложный. То есть в исполнении сложный, тоже собран миллиметровый шов здесь, то есть еще и свет в него вставлен во втором ряде, а не в первом, то есть долго времени он изъял. Но я думаю, что вот как, Максим Николаевич, славненько смотрится. Такое, как сказать, серьезное строение, по крайней мере, и архитектура, вот это же тоже, это откуда-то же идет вот эти, ну, подъемы, сломы, крыши. Да, вообще это с позапрошлого века. То есть, ну, если мы обратимся к кирпичной архитектуре там 800-х годов, да, 900-х дворцовое строение, да, то есть вот эти вот декоративные элементы храмов, да, то есть там как раз очень много вот использовано. Оно же усложняет работу. Проще бы было сделать, конечно, вот такую полку, да? Ну, такую тоже не просто сделать, я вам скажу по секрету. Проще, чем сделать тут сверху. Да, здесь вот... Но для чего это делается? Чтобы сделать лучше, красивее, ну, сделать завершенную форму вверху, завершенную, то есть поднять фасад выше, да, то есть опустить плечи, то есть как бы зрительно его, ну, чуть-чуть приземлить, да, то есть вот, ну, если смотреть. То есть вот это тоже хотелось бы для зрителей сказать, что, ну, печник — это не просто человек, который, ну, строит камин, да, там, собирает его ровно, прямо параллельно, он еще и дизайнер, что, или как художник, дизайнер, то есть который видит, и это же надо еще и клиенту доказать, что так лучше будет, чем, допустим, сделать прямо и параллельно. Ну, печники, да, они должны быть, не все, к сожалению, не все, должны быть на самом деле художниками, дизайнерами. Если мы опять же вернемся в позапрошлый век, да, то есть когда во дворцах ставили изразцовые, даже и голландские, даже шведские, да, то есть печи отопительные, и даже русские, и английские камины ставили, да, изразцовые. Техника росписи, техника фарфора, да, это все чисто русское, то есть, ну, вот изразцы. И там же работали художники, на самом деле, то есть все это раскрашивали, рисовали, то есть на каждом камине на своем, да, свой орнамент, свой рисунок, свои там птички, гербовые какие-то эмблемы, да, то есть это все художественные росписи на самом деле, и все печки, они на самом деле являются центральным местом дома, да, то есть это центральное место, поэтому оно должно быть, конечно, центральным и в художественном восприятии. Ты домой зашел, о, печка — это центр дома, то есть, ну, это очаг, это источник тепла, источник жизни, да, то есть это сейчас вот у нас теплые полы есть, а как раньше, допустим, взять. Печка дает тепло, то есть дает жизнь. Поэтому она не должна напрягать, она должна быть красивой, она должна быть всегда желанной, всегда приятной, да. Она функциональной должна быть и эргономичной, то есть чтобы она в габариты в твои входила для обслуживания, она должна быть удобной в обслуживании, ну и должна приносить те функции, которые ты хочешь от нее получить на самом деле. Ну, все углы тут забалансированы, все собраны на шпонках, на кирпичных, все склеены, то есть, поэтому если мы даже сделаем вот так, ничего не произойдет. Страшно смотреть. Не страшно, не столько. Но со стороны страшно. Даже если мы сделаем вот так, то есть как бы, ну вот, вообще, то есть можно попрыгать, даже ничего не произойдет на самом деле. Но я могу по нему спокойно ходить, могу на него поставить 100 килограмм, то есть ничего не произойдет. Потому что вся кладка здесь отбалансирована и вся защищена, то есть, ну, здесь, в частности, она армированная, здесь она шпанированная, то есть, ну, шпонка — это когда кирпич в кирпич вставляется, и между ними еще вовнутрь вклеится еще кирпич, то есть, ну, шпоночка такая. То есть вот этот кирпич держится за счет вот этого? Да.
Ну, наверное, А это тоже. держится с этим. То есть вот здесь Ага. шпонка вот так врезана, шпонка, и вот так шпонка врезана. Но вот это тоже же говорит о подходе. Потому что, ну, вот, опять же, это к зрителям. То есть можно положить его и так, но ты уехал и знаешь, что человек оперется на Подошел, него, вот так оперся, он и, выпадет. да, и он выпал. Хоть на клей, хоть на что садил. Да хоть на что. Все Вот равно он, не будет у стоять, него да? центр тяжести находится за пределами точки опоры. За пределами. Вот если мы посмотрим, центр тяжести у кирпича за пределами, вот площадь опоры, у кирпича центр тяжести вот это находится за пределами площади опоры. То есть вот любое вот такое надавливание его выломает. Ну, здесь это никогда не произойдет. Зона комфорта, да, то есть какой мы хотим получить комфорт. Значит, если мы хотим получить долговечную, качественную вещь, да, то есть понятно, что она потребует больше трудозатрат, чем, допустим, ну, просто слепить и все, кубик. То есть можно, да, было просто прилепить его на клей, взять, намазать клеем, прилепить, вот здесь тычок, здесь тычок. Ну, так вот прилепил, подержал, он прилип, все, встал. Ну, а что будет потом вот так, то есть, ну, это уже, ну, это не моя, так сказать, забота. Берегите свои изделия, да, то есть не наступайте на них, там, не громите. Все вот это входит как раз в цену, то есть, если мы делаем хорошо, то, соответственно, берем дорого. Если мы берем среднебюджетно, мы и делаем среднебюджетно. Зачем тогда здесь нужна арматура, кладка холодная? Зачем здесь нужны шпонки? Если можно сказать клиенту, берегите. Позже, когда стены сделают, интерьер, когда начнет вставать в цветовом решении, и тогда подберем камень и поставим сюда 2-сантиметровую каменную плиту. Вот по периметру, да? По всему периметру, да. Вот здесь-то то, что я хотел сказать, как раз, что есть такие скрытые работы, которых просто ты не видишь глазом. Ты видишь результат итоговый одинаковый, а внутренней части ты не видишь. Ты только можешь об этом сказать и сказать, что это будет качественнее. Правильно? Да, только могу сказать, клиенты могут только на слово довериться, да, то есть на слово. Но вот если я скажу, что я вам сделаю вот такую топку, которая даст объемное горение, никто не понимает ни в каком горении. Горит да горит. То есть, как бы, ну вот я думаю, что сегодня удалось показать, да, то есть наглядно, чем отличается обычное, скажем, факельное горение, да, то есть от объемного горения. Я думаю, что удалось показать вот это, да, то есть в разных режимах, да, то есть на примере вот этой топки. Все это на самом деле очень сложная работа, и она у нас заняла 2 месяца упорного труда на троих. Это Дмитрий Петров, Павел Селиванов, ну и я, Александр Кутузов. То есть не покладая рук, кроме субботы, нет, не всех суббот даже, не всех суббот, кроме воскресений, не покладая рук, 2 месяца мы трудились над возведением вот этого очага. То есть, ну, работа была очень кропотливая, сложная и трудная, скажем так. Ну, вот результат вот такой. Еще осталась отделка. Еще осталось покрасить его, вогнать в интерьер, и тогда будет все замечательно. Ну вот, если что, все клево. Я вас приглашал на уникальную топку с уникальным факелом, да? Ну, мне удалось показать вам управляемое горение объемное. Да. Как минимум 3 режима я увидел. Закрытый, открытый и полностью. А 4-й еще с открытыми дверями. Да, с открытыми дверями, режим классического камина, не дымит, ничего, все горит ровненько, мягко, хорошо. То есть, ну, это отличается от того, что вот, ну, раньше вы встречали, видели, ездите, там, снимаете везде, там, ну, то есть разные, да, то есть вот. Здесь можно по каждому элементу, то есть по элементу обработки раз, то есть уникально, да, ну, это отделка сама, да, так скажем, отделка или как обработка камина. Обработка кирпича, да. Второе, это само горение, то, что как оно организовано, какие сделаны те же поддувальные, да, отверстия там, ну, то есть многофункциональное. Третья подсветка. 4-й дизайн. Ну, 4 пальца, еще 5-й надо что-то. Ну, это вот просто так. и так все клево, да, и так все клево. Ставьте лайки, да. Да, ставьте лайки. Так, ну ладно, Александр Валентинович, спасибо большое. Продолжаем в том же духе снимать и да. творить. Ну, всё. Продолжаем снимать и творить. И на пасашок вот объемное горение.